Привет, друзья! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре новинка от компании Deepcool, и это, как ни странно, игровая мышка MC310 Ultralight. Тем самым компания Deepcool выходит на рынок игровой периферии. Поэтому осмелюсь предположить, что в ближайшем будущем мы увидим и другие игровые девайсы типа клавиатур или гарнитур от этого бренда. Так что хочу пожелать Deepcool плодотворного развития в этом направлении. Ну а сейчас переходим к знакомству с мышкой. Комплект поставки минимальный, только мышка и руководство пользователя. Дополнительных тефлоновых ножек в комплекте не предусмотрено. Внешне MC310 Ultralight выглядит стильно. Сочетание бирюзового и черного цветов лично мне по нраву. Корпус мышки симметричный. Верхняя и нижняя часть обильно пронизана отверстиями в виде крупных пчелиных сот. Размеры мышки 126 мм длина, 68 мм ширина и 38 мм высота. Вес без учета кабеля составляет 75 грамм. С эргономикой у мышки в моем случае полный порядок. Длина моей ладони 20 см, и мне одинаково удобно ей пользоваться и пальцевым, и ладонным хватом. Боковые кнопки находятся там, где нужно, большому пальцу неудобств не доставляют. Спинка, а также основные кнопки выполнены из приятного матового софт-тач пластика с немного шероховатой структурой. Вставка вокруг колесика, кнопки смены DPI, а также боковые кнопки глянцевые. Боковые панели выполнены из матового пластика. В сухой руке кажутся скользковатыми, но в разогретой с цепкостью проблем нет. Общее качество сборки отличное. Ощущается мышка монолитно, ничего нигде не скрипит и не люфтит. У мышки есть несколько зон подсветки. Первая — это колесо прокрутки, вторая — окантовка по корпусу, и третья — это логотип бренда внутри спинки, плюс 4 светодиода, по 2 с каждой стороны логотипа. И как по мне, этим светодиодам не хватает рассеивателей, так как свет от них получается достаточно жестким. Чтобы было понятно, о чем я, вот для примера мышка, внутри которой используется рассеиватель. Я думаю, разницу в качестве подсветки видно невооруженным глазом. Настройка различных режимов и цветов подсветки производится через специальное ПО, о котором поговорим немного позже. Переходим к кнопкам управления. Панели основных клавиш отдельные от корпуса. Давайте послушаем, как они звучат. Кнопки удобные в использовании. Нажатие среднее, клик четкий. Микрики использованы Хуана на 10 миллионов нажатий. Колесо прокрутки прозрачное, посередине имеет резиновую вставку. Клик хороший, четкий. При прокрутке оно довольно тихое. Позиции при прокрутке для меня ощущаются нечетко, и мне это не нравится, так как я привык к более точной прокрутке колеса. Кнопки переключения DPI нажимаются туговато, клик хороший, четкий. Боковые кнопки нажимаются приятно и четко, не болтаются, и, как я уже упоминал ранее, большому пальцу проблем не создают. Конкретно мне не хватает более выраженного разделения между ними, к примеру, как на этой мышке или на этой. Ножки выполнены из тефлона, скользит мышка отлично, так что к ним вопросов нет. Кстати, на ножках присутствует защитная транспортировочная пленка. Ее нужно не забыть удалить перед началом использования мышки. Кабель несъемный, в оплетке, имеет длину 1,8 метра. Мне провод не понравился, так как он жесткий и подвержен эффекту памяти, из-за чего не особо хочет распрямляться. Защита от перегиба есть, и она немного приподнята вверх, что, как по мне, хорошо. Коннектор USB в крупной пластиковой защите, и лично мне хотелось бы, чтобы она была в половину меньше. Недалеко от коннектора расположен небольшой ферритовый фильтр. К сожалению, информации о том, кто производитель оптического сенсора в этой мышке, нет. Максимальный уровень чувствительности составляет 12800 dpi, частота опроса до 1000 Гц. По работе и использованию в играх у меня к сенсору никаких вопросов не возникло. ПО для мышки выглядит просто, стильно и вполне понятно. Все, что нужно для настройки данной мышки, вы здесь без проблем найдете. Чтобы использовать мышку для различных задач, здесь предусмотрено 4 настраиваемых профиля. На первой вкладке можно изменять назначение кнопок, а также устанавливать на них макросы. Для создания этих самых макросов как раз и предусмотрена вторая вкладка. На третьей вкладке можно изменить настройки для сенсора и кнопок. Ну а четвертая вкладка предусмотрена для настройки подсветки мышки. Для примера покажу несколько интересных вариантов. По итогу MC310 Ultralight — это стильная игровая мышка, которая подойдет для различных жанров и задач. И для непривередливого пользователя она может стать весьма неплохим вариантом. В ближайшее время мышка должна появиться в продаже. Так что я, как всегда, рекомендую, если вам эта мышка приглянулась и у вас будет возможность затестить мышку до покупки, обязательно это сделайте. Тогда вы точно будете уверены в своем выборе. Потому как мои ощущения от использования данной мышки могут значительно отличаться от того, как будете ощущать ее вы. Ну а на этом у меня все. После того, как мышка появится в продаже, ссылочки с актуальными ценами на нее добавлю в описание под видео. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!